Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сейчас постараюсь быстренько вам рассказать про события, которые запущены и в котором можно открыть сейчас Деда Мороза и помощника Санты. Итак, здесь у нас на выбор всего два героя: эльф Санты, Дед Мороз. И кого же мы с вами берем в приоритет? Естественно, мы стараемся в первую очередь забрать Деда Мороза. Объясняю почему. Во-первых, это самый, ну не самый, конечно, один из самых полезных героев у нас в игре. Вообще его глобальное усиление в кузнице, я считаю, что нужно ставить в приоритет и нужно открывать его как можно раньше, потому что плюс 5% к получению дополнительного золотого ключа, то есть мы с вами повышаем шанс. Больше мы этот шанс его с вами нигде мы не повысим, но это инвестиция в долгосрок. То есть мы будем быстрее с вами открывать ключи, точнее получать ключи, будем быстрее с вами открывать героическое снаряжение, а открыв героическое снаряжение, мы с вами, естественно, повысим урон за счет того, что у нас там и статус-эффекты будут работать, и вообще как бы минус одна задача у нас с вами просто уйдет из игры. То есть нам не нужно будет париться над тем, чтобы собирать ключи, быстренько все это дело открывать и так далее. Также герой у нас хорош своими глобальными усилениями, плюс 10% магнетизм, опыт он также нам придает. Еще у нас идет 1% на шанс получения дополнительного золотого ключа. И на 140 уровне также шанс получить дополнительный золотой ключ. Плюс 5% к шансу найти предметы для счастливого колеса. Ну, это когда, например, идет ивент на беготню, когда мы ходим по картам, точнее бегаем, собираем тыковки, например, там, или вот пасхальные яйца у нас были. То есть вероятность того, что пасхальное яйцо, вот это вот, вот получается предмет из вот этого события, что вот он выпадет, на 5% будет выше у тех, у кого вот это глобальное усиление открыто. То есть тут все достаточно просто, и очень много вопросов возникает именно по этому глобальному усилению у игроков. Так, это по Деду Морозу. Что касается эльфа, так, зайдем сюда, вниз до конца, и он у нас будет здесь. Здесь глобальное усиление стандартное, у него на 50, 70 и 120 уровнях у нас 12,5% к урону. На 90 уровне все герои из особенной фракции получат плюс 50% к магическим повреждениям, урон повысится. Ну, по факту это как бы ни о чем. То есть тут самое главное то, что мы здесь забрали урон, но здесь в кузнице у нас идет глобальное усиление на урон. 25 тысячных у нас с вами здесь добавляется. Этим героем, скорее всего, вы играть навряд ли будете, потому что он у нас находится где-то там вот внизу, в категории плохо, по-моему, в тир-листе. Можете в группу зайти, посмотреть. Если что, ссылка внизу, в описании. Там можно найти и в комментарии, и в описании, и в шапке. То есть, ну, кому надо, тот найдет. Вот, поэтому его стараемся открывать именно вторым. Даже если у вас Санта открыт, вот у меня сейчас ситуация такова. Если мы с вами сейчас сюда зайдем, вообще событие на самом деле очень легкое, то есть я его называю событие 7200. Мы с вами выполняем в течение 8 дней, у нас получается будет 8 дней и 8 заданий. Там у нас, получается, выходит 64 вращения. И докрутив 36 вращений по 200 вращений за билет, если вот это вот перемножить, 36 на 200, то получится 7200. То есть это нужно будет докрутить до 100 вращений, чтобы забрать вот этот гарант в 4500 вот этой вот валюты в этом событии. Соответственно, нам 100% должно будет хватить на то, чтобы мы с вами забрали какого-то из героев. Ну и тут опять повторюсь, если никого нет, забираем деда. Если дед есть, забираем эльфа, потому что неизвестно, когда еще его будут раздавать. Будут ли его раздавать, это, конечно же, вопрос времени, но лучше забрать сейчас, пока есть возможность.
Даже если вдруг у вас не получается забрать ни того, ни другого героя, то есть, ну, вы просто вот не накопили, тогда здесь заберите хотя бы осколки на Деда Мороза. Заберите хотя бы 150 штук, если получится. Это сколько получается? 4 на 10, 4000 и половина, то есть 6000 шариков вот этих вот вам нужно набить. И если вы соберете 150 осколков, вы уже будете готовы к тому, что когда вы откроете Деда Мороза, хотя нет, хотя нет, здесь это правило не работает, потому что когда вы его открываете, там какое-то количество осколков вам сразу же дается. То есть тут нужно учитывать этот момент. Ну, в любом случае, взяв осколки, вы не прогадаете, потому что надо и Деда Мороза тоже там будет повышать до 140 уровня, а это нужно 4 звезды делать. Поэтому берите, 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 не пожалеете. Ну и тут в целом-то и все. Тут больше добавить нечего. То есть в приоритет ставим Санту, вторым берем эльфа. Все, у меня на этом все. С вами был Импреза. Всем пока-пока.